Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами обрабатываем еще одну заготовку. Это юла. Я покажу, как все склеить, как скрепить кисточку и, конечно, как обработать. Здесь у меня подсыхает лепнина. Урок по лепнине тоже будет. Покажу, как делаю, как крашу, чем крашу и что использую. И в Инстаграм мне задают вопрос, что это за цвет. Это цвет, наверное, пыльной розы, может быть, даже пыльная старая роза. Очень красивый цвет, я от него в восторге. А сейчас, если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы мне понадобится сама заготовка юлы, она у меня 8,5 сантиметров, вешалочка, лента 3 миллиметра, вот такая красивая тесьма и, конечно, бархат. У меня вот такой мраморный красивый бархат. Он очень хорошо тянется со всех сторон. Складываю ткань пополам и заготовку вымеряю так, чтобы мне хватило ткани с одного края на другой. Так как у меня бархат хорошо тянется, то я возьму практически, можно сказать, вплотную. И немного вот здесь. Именно вымеряем вот таким образом. Не вот так, а чтобы нам все хватило. Вот получается у меня с одного края на другой. И вот этот отрезок я отрезаю. Сразу нарезаю на 2 заготовки. У меня получается 2 одинаковых отрезка. И затем отрезки поделю пополам на месте сгиба. Ткань у нас подготовлена. Не забываем подготовить заготовку. Откусываем вот этот зазор и вешалку. И, конечно, все стачиваем, как мы делали с вами в предыдущих видео. Ткань у меня больше тянется по горизонтали. И для удобства работы я разверну ткань. Наношу клей вот на один из уголков. И вот так при сборе немножко подклеиваю. И даю закрепиться. Затем натягиваю сильно ткань. Вот вы видите, у меня очень хорошо эта ткань тянется. Я даже когда покупала, не подозревала. Вот, если мне попадется еще такой бархат, обязательно куплю. Вот натягиваю и подклеиваю вторую часть. И теперь понемногу наношу клей. И вот так внутрь как бы все собираю. И стараюсь распределить так, чтобы вообще не было складок. Именно к центру больше затягиваю. Вот так вот. Делаю это с одной стороны. Перехожу на вторую сторону. И вот так постепенно опускаюсь к боковинкам. Раньше я останавливала видео, говорила, продолжаем работу. Сейчас стараюсь именно при обтяжке не останавливать, так как многие новые подписчики и потом задают вопросы, поэтому лучше мне сделать. Вот у меня тут осталась середина, и теперь я просто наношу вот на боковинке клей и стараюсь все затянуть сразу вовнутрь. Вот таким образом, чтобы не было складок. И даю закрепиться. И теперь все лишнее вырезаем, чтобы не утяжелять игрушку. У нас получается 2 заготовки. Не забываем отметить направление ворса. И теперь на одну из половинок я подклеиваю вешалку. Вешалку я беру ленту 3 миллиметра. Длина у меня 20 сантиметров. Завязываю в ровный узелок. И вот подклеиваю. Даю закрепиться. Теперь вымеряю тесьму немного с запасом. И на середину вот здесь я продену кисточку. Вот я беру крючок. И продеваю кисточку, завязываю узелок, вымеряю еще одну такую же часть ленты
и подрезаю. Подрезаю под углом. Примеряю и подклеиваю кисточку. Оставляю примерно 1 миллиметр, чтобы кисточка у меня свободно висела. И даю закрепиться. Теперь склеиваю 2 половинки вместе. Не забываем про направление ворса. Одна из подписчиц уже мне написала, что у нее случился такой конфуз. Поэтому сейчас я уже чаще напоминаю. Наношу клей и все подклеиваю. Даю закрепиться. Если у вас где-то вышел клей, сразу не трогаем. Даем его высохнуть и затем вот так аккуратно все подрезаем. Берем узкую ленту и на месте склеивания подклеиваем. Конечно же, не забываем все края обработать огнем. И продолжаем работу с одной стороны и с другой стороны. Тесьму я подклеиваю универсальным клеем. И вот наношу на края. Здесь как раз вот такая бороздка. И ровно укладываю, чтобы лента у меня была посередине. И продолжаю работу. Вот вы видите на макушке, здесь у меня тесьма прямо заходит за ленту. Это чтобы я с другой стороны, когда подойду лентой тесьмой, чтобы закрыть, замкнуть круг. Вот я отодвигаю и полностью, можно так сказать, вот доклеиваю. Также подклеиваю со второй стороны. Вот вымеряю ленту, и здесь у меня получается вот одно звено, можно так сказать, надо обрезать. Конечно же, все надо обработать огнем. И теперь вот так вплотную подклею. Вот вы видите, у меня просто получается замкнутый круг. Получается очень все аккуратно. Наношу клей. И все, вот вы видите, все замкнулось. Еще одна наша заготовка обработана. Это в комплект к шарам и сердечкам. Здесь также будет лепнина. Конечно, лепнину мы с вами будем красить. Я покажу, как это делаю, какие краски использую. И затем мы с вами все задекорируем и сделаем бантики. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен. Вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.